петлю. И здравствуйте, вы на канале Вяжи со мной. Меня зовут Галина. Сегодня предлагаю вам связать вот такую манишку рельефным рисунком и с двойным воротничком. Она подойдет как для мужчин, так и для женщин, для детей, для кого угодно. Вяжется легко и быстро. Сначала нужно связать вот эту ленту. Она вяжется поворотными укороченными рядами, а затем сама горловина. Я взяла спицы номер 4 и вяжу из бобинной пряжи вот такой. Это акрил, очень мягенькая ниточка. У меня в 100 граммах 800 метров. И вязала я ее в 3 нитки. Как из одной бобинки вязать в 3 ниточки, я быстренько покажу. Сначала ниточку кладем вот так. Сворачиваем ее еще раз. 2 раза. Вот получилось 3 ниточки. И когда мы набираем, допустим, первый ряд наборный или провязываем первый ряд уже, доходим до вот этой петелечки, просто протягиваем свободный кончик ниточки в эту петлю и вытягиваем. Таким образом получаем снова 3 ниточки. Место стыка незаметно. Ну что, приступим. Покажу порядово. И вместе справимся с вязанием вот такой интересной манишки. Раппорт узора составляет 31 петля. Набрать нужно 31, провязать 21 ряд в высоту. Первый ряд. Кромочную петлю снимаем. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой. То есть 2 петли вместе провязываем лицевой. Так нужно сделать 6 раз. Накид, 2 вместе лицевой, 2. Три. 4. 5. 6. Накид. И крайнюю провязываем изнаночной. Второй ряд и все последующие ряды вяжем по рисунку. Все изнаночные ряды вяжем по рисунку. Накиды провязываем изнаночной петлей. Третий ряд. Кромочную снимаем. 27 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27. На левой спице у нас остается 4 петли. Вязание разворачиваем и вяжем изнаночный ряд. То есть 4 петли так и осталось. Петелечку я просто снимаю как кромочную и провязываю изнаночный ряд по рисунку. 5-й ряд. 1 кромочная, 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 петли лицевых. 1, 2. И 6 раз по 2 петли вместе лицевой. Перед каждой накид. Накид. 2 вместе лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 1 изнаночная. 4 петли пока остаются на левой спице. Вязание разворачиваем, провязываем изнаночный ряд по рисунку. Накиды изнаночной петлей провязываем. 7-й ряд. 1 кромочная, 12 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. И 6 раз по 2 вместе лицевой. 2 петли вместе. 1, 2, 3. Не забываем перед каждыми петлями делать накиды. 4, 5, 6. Накид. 1 изнаночная. 4 петли на левой спице так и остаются пока. Вязание разворачиваем, провязываем изнаночный ряд. 9-й ряд. Кромочную снимаем. 28 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1 изнаночная. 4 петли еще на левой спице остаются.
Вязание разворачиваем, провязываем изнаночный ряд по рисунку. 13 ряд. Кромочную снимаем, 32 лицевых петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Дальше берем петли с левой спицы, которые у нас до сих пор оставляли. 30, 31, 32. Вот, мы их провязали. Кромочную провязываем изнаночной. 13 ряд. Кромочная, 20 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 раз по 2 петли вместе перед каждый накид. Раз, два, три, 4, 5, 6. Накид, кромочный, изнаночный. 15 ряд. 1 кромочная, 14 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 накид, 17 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вязание разворачиваем, провязываем изнаночный ряд. На левой спице остается 3 петельки. 17 ряд. 1 кромочная, 31 петля лицевая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 1 изнаночная. 3 петелечки пока так и остаются. Разворачиваем вязание, провязываем изнаночный ряд. 19 ряд. Нужно закрыть первые 5 петель. Провязываем 2 вместе и закрываем таким образом 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 петли лицевых. 1. И с левой спицы провязываем 2, 3. 1 изнаночная кромочная. Все, у нас готов еще один треугольничек такой. 20 ряд провязываем изнаночным и начинаем с первого ряда вязать еще столько зубчиков, сколько нам нужно. Вот, повторяя ряды с 1 по 20 ряд. И провяжите такую ленту, чтобы она оборачивалась вокруг шеи. Затем будем вязать саму горловину, набирая вот по этому краю петли для нее. Я закончила вязать ленту из зубчиков. У меня получилось 16 штук. Это для взрослого человека. Хватит, вы вяжите на свой размер, так, чтобы лента лежала ровненько на плечах, на спине и на груди. Впоследствии уже готовую манишку я сошью по всему этому краю. Вязание я закрыла. И теперь нужно набрать для воротника по вот этому краешку петельки. Я делаю это спицей. Вот в каждую петельку вытягиваю ниточку. И так до края полотна. Я набрала петли на всю длину вот этой ленты. Затем провязала назад ряд лицевой изнаночной петлей. И буду вязать воротник на нужную мне длину резинкой 1 на 1. Но резинкой, имитирующей английскую резинку. Такой пухленькой резиночкой. Она мне нравится. Будет более теплая, более толстенькая. Для этого изнаночную провязываем изнаночной, а лицевую провязываем не в петлю, а под
перемычку, то есть петельку предыдущего ряда лицевой, и снимаем изнаночную, как обычно, а лицевую под перемычку. И так буду вязать всю резинку. В 2 сложения будет у меня воротник. Если вам не хочется делать шов на самом воротнике, просто сшейте вот эти края манишки и наберите по кругу. Можно вязать по кругу. Я вот выбрала такой вариант. Пухленькой резиночкой, чтобы она была теплая манишка. В 2 сложения воротник. Зима у нас холодная, чтобы можно было воротник натягивать на нос или носить двойной, чтобы было тепло. Все, на этом мастер-класс готов. Результат я покажу. А пока продолжу вязать горловину. Я довязала воротник. У меня получился в высоту 21 сантиметр. И сейчас буду закрывать край последнего ряда крючком. Для этого я взяла крючок побольше, чем вязала спицами. У меня номер 5. Потому что, когда мы закрываем, обычно краешек стягивается. И крючком удобнее. И когда номер больше, соответственно, край у нас не стянет. Вот так вот 2 вместе провязала. И теперь просто по одной подцепляю и протягиваю ее вот в эту петельку. Снова подцепляю. И сюда протягиваю. И можно регулировать натяжение вот этой ниточки, чтобы было посвободнее и не стянуто. Вот. Вот такой край получается эластичный. Сшиваю я, закрываю, вернее, я по изнаночной стороне. Когда перевернется на лицо, на лицевую сторону, будет красивый краешек. Сшивать саму манишку я тоже буду крючком. Все, я закрыла краешек. И теперь будем сшивать манишку крючком. Я взяла номер 3,5, поменьше, чтобы удобнее было. И делать плоский шов. Вот. Сначала протягиваем ниточку вот сюда. Краешек сцепляем. И затем будем набирать вот так, подцеплять каждую петельку и провязывать 3 получившиеся вместе. Отсюда берем сверху, эту тоже сверху, слева и справа, и соединяем. Правую подцепляем, левую и протягиваем ниточку сквозь 3 петельки. Так шовчик получается аккуратный и плоский, не будет мешать и натирать шею.
Такой шов удобно на детские вещи делать. И он почти не заметен, что с лицевой стороны, что с изнаночной. Вот так выглядит с лицевой стороны. И прошиваем до конца. Вот я дошла почти до конца. И не забывайте, что у нас зубчик тоже должен остаться. То есть вяжем, сшиваем не до вот этого зубчика, а только вот где закрывали 5 петель. Вот таким образом. Вот доходим до конца. Так, еще 2. И вот сюда. Все, я сшила. Вот что получилось. Лицевая сторона и изнаночная. Такая удобная манишка. Хоть для мужчин, хоть для женщин. Буду рада, если вы отметите лайками, если вам понравилось. Также подписывайтесь на мой канал. До новых видео.